Почему те, кто плавает на спине, такие стройные, и как получить себе такую же осанку? Меня зовут Михаил Романишин, я национальный рекордсмен по плаванию в открытой воде. И я знаю ответы на эти вопросы. В самых длинных своих заплывах я использую кроль на спине как способ переключиться и отдохнуть основными мышцами. Лови специально от меня комплекс для осанки настоящего пловца. Это упражнение кифута для спинистов. Поехали! Упражнение 1. Носки. Сидя ягодицами на пятках, поднимаем колени так, чтобы выгибался носок. До легкого неприятного состояния натяжения. Выполнять 30-60 секунд. Упражнение 2. Мельница. Стоя на коленях, имитируем вращение руками назад, как при кроле на спине. Выполнять 100 раз. Упражнение 3. Рыбка на поясницу. Лежа на животе, руки стрелочкой. Одновременно поднимаем и опускаем ноги и верхнюю часть туловища. Выполнять 20-30 раз. Упражнение 4. Прокрут. Советую выполнять с резиной, с полотенцем, с веревкой, с палкой. Кто что крутит. Прокручиваем руки за спину и обратно через верх. Если среди моих друзей есть те, кто прокручивает палец, напишите мне, пожалуйста, в Инстаграм. Очень приятно будет познакомиться. За свою жизнь я знал всего нескольких таких людей. И с самого старта ты чувствуешь, как твой грудной отдел позвоночника в работе, правда? Если так, тогда подпишись на канал, а мы продолжаем. Упражнение 5. Лежа на животе, руки фиксируем под мышкой. Задача поднимать ногу и задерживать ее в воздухе. Таким образом прокачиваем поясницу. Делаем так по 20 раз на каждую ногу. Упражнение 6. Повороты. Стоя на коленях, максимально амплитудно, с ровными руками, нужно сделать поворот в сторону. Также в обратную. Повторять 30 раз. Упражнение 7. Мостик. Самое любимое мое упражнение, советую всем. Задача выпрямить максимально локти и колени. Смотреть можно назад на носки 30 секунд и 30 секунд строго вверх. Упражнение 8. Наклоны. Пошире разведя ноги, руки в замочке, стараемся руками достать до пола. Давайте не будем задействовать пружинку, наклоняться будем в статике. А напиши в комментариях, какая у тебя ситуация с замком и понимаешь ли ты, насколько круто ты себя будешь ощущать, когда руками дотянешься до пола. Упражнение 9. Угол. Сложно к выполнению на шведской лестнице, но задача такая: поднять ноги до угла 90 градусов и с маленькой амплитудой поднимать вверх-вниз. Выполнять 20 раз. Упражнение 10. Полувис. Также на шведской лестнице. Задача схватиться руками за спиной как можно уже и провиснуть, так, чтобы тазом не доставать до пола. Выполнять 30 секунд. Упражнение 11. Подъем с упором. Сидя на коленях на носках, задача с помощью рук, строго вертикально, помогая себе ногами, встать и сесть обратно. Выполнять 15-20 раз. Упражнение 12. Упор сзади. Похожее упражнение на подъем с упором, только теперь помогаем себе руками с опорой сзади. Также выполнять 15-20 раз. Что говоришь? Нет шведской лестницы? Тогда найди забор, парапет или дерево. Я верю в тебя, что ты отыщешь условия для развития. Ведь мы с тобой друзья, а на мой канал слабаки не подписываются. Упражнение 13. Кроление. Строго ровные ноги, отрываем от пола и выполняем имитацию работы ног кролем. Выполнять до минуты. Упражнение 14. Растянись. Самое популярное упражнение в комплексе кифута. Задача как можно уже свести руки с опорой об землю и тазом увеличивать угол между телом и руками. Выполнять 30-60 секунд. Упражнение 15. Пружинка. Очень болючее упражнение, не советую его выполнять на искусственном газоне. Задача выполнять прыжки толчком руками с опорой на носки. Колени и таз отрываем. Упражнение 16. Футбол. Мне кажется, самое полезное упражнение для плавания кролем на ногах на спине. Замечательно задействуется задняя поверхность бедра, пресс и квадрицепс. Поочередно, задерживая ногу вверху, поднимаем одну и вторую. Выполнять 40 раз. Как только на канале мы наберем 2000 подписчиков, я сразу поплыву суточный марафон в открытой воде. Что для этого нужно? Поделиться этим видео со своими друзьями и внимательно наблюдать за моей подготовкой в Инстаграм. Упражнение 17 выполняется в парах. Задача партнера – свести руки спортсмена в замок, можно даже в отрицательный замок. Выполнять 30-60 секунд.
Упражнение 18 «Дави». Полезное статическое упражнение для всех спиннистов. Задача партнера — создать напряжение спортсмену, а он, в свою очередь, продавливает вниз ровными руками. Выполнять 3 раза по 10-15 секунд. Упражнение 19 «Перекрест». Задача партнера — просто сломать ноги спортсмена. На самом деле очень болючее упражнение, но замечательно растягивает голеностоп. Выполнять 30-60 секунд. Упражнение 20 «Харгитан». Так и не научился выговаривать правильно это название. Все, кто просмотрел наши видео с курсом Кифута, хорошо знают, как выполнять это упражнение. Сильно круто делать эти упражнения в парах, но если ты все еще тренируешься сам, тогда в комментариях напиши город, откуда ты, и я начну заниматься поиском партнера специально для тебя. Упражнение 21 «Подъем». Задача партнера — держа спортсмена за ноги, немного помогать ему сделать выход на 2 руки у шведской лестницы. Выполнять 10-12 раз. Упражнение 22 «Дуга». С помощью партнера, фиксируя руки на шведской стенке, а ноги на скамье, задача спортсмена — выгнуться дугой и вернуться в исходное положение. Выполнять 10 раз. И упражнение 23 «Кто кого». Статическое упражнение для 2 спиннистов. Партнеры, создав опору ладонями, давят руками вниз к ногам. Выполнять также 3 раза по 15 секунд. И наконец-то у тебя есть волшебная палочка. Как сделать так, чтобы не сутулиться? Насколько сложно было выполнять эти упражнения, напиши по 10-бальной шкале в комментариях. Конечно же, после того, как ты подпишешься на канал. Весь курс Кифута для тебя отснял твой самый заботливый тренер Миша Романишин. Внедряй, а я обнял